всей своей душой, так прямо очень искренне. Аїда, це було класно. Аїда є однією з найяскравіших пам'яток кастингу усіх за 3 сезони. Испуганная девочка, имеющая желание попасть, да, на X-Factor, но как бы не уверенная в себе, потому что уже столько раз были как бы падения. Я не поверил своим ушам. Мне показалось, что вы поете под фонограмму. Замечательно все было. Просто. Спасибо. Колыбельная и перевернула всю всю жизнь. Это не случайный выстрел в интернете. Дальше я понимаю прекрасно, что за ней стоит талант, работа, дар. Она стала такой раскованной, она начала раскрываться. Сейчас, когда она открылась, да, просто весь зал стоит. Так что на Новый год ждем побед. Вот, так рад тебя видеть. Значит, смотри, за хорошее исполнение песни. Зіронька, ты нагороджуєшься виконанням песни ей, что ты хотела. Довольна, реально? Конечно, довольна. Это любимая песня продюсера Кондратюка, потому что ее любит петь Аида Николайчук. С душой, с нервом с каким-то. Нерв нужен такой прям, чтобы прям, вот так вот прям, чтобы было. Ты должна топнуть ногой, швырнуть рукой. Ты тогда уберешь отсюда то, что у тебя накопилось. Видно та истерика, которая у тебя внутри. Надо перед зеркалом работать. Что? Перед зеркалом? Тебе принести зеркало? Надо. Легко. Поэтому она мне и близка, эта песня, потому что со мной так похоже было, и поэтому я ее воспринимаю абсолютно к себе близко. Аида – это как раз тот случай, когда человек говорит о том, что его мучает именно с помощью песен. Поэтому ей необходимо петь. Сцена дает силы. Я не хочу, чтобы это заканчивалось. Мне нравится в этом жить, и я хочу в этом ритме жить. Аида Николайчук. Ты не заметишь в зеркалах чужую тень и не расскажет обо мне ушедший день. Ты не узнаешь по глазам, не говорят, не прочитаешь по губам, они молчат. Лишь только с тем, что там внутри, поговори. Спроси мое сердце, с кем хочет оно спеться. Спроси мою душу, запреты все нарушив. Узнаешь этой ночью
Ніколайчук на сцені шоу «Ікс-фактор». Аїдочко, місяць наполегливих вмовлянь не був марним. Як все-таки добре, що Ігор дозволив заспівати тобі цю пісню. Вона тобі надзвичайно пасує. Панове, а перш ніж ви скажете свою думку, я про всяк випадок нагадаю, подекуди одне необережне слово може бути гострішим за будь-який ніж. Це я натякаю, щоб слова на адресу тебе, Аїдочко, ви підбирали обережно. Сергію, в першу чергу це стосується вас. Ви в нас любите кістку в молоці пошукати, тож слухаємо уважно. Да что говорить, все замечательно. Аидушка держит этот образ святой, непорочной дамы, девы. Опять ее приковали, да, чем-то к какому-то деревенскому забору. Опять она страдает. Ну, прямо святая Богородица. Ну, вот такой образ. Действительно, иногда хочется сказать, как вот в профайле. Аидушка, топни ножкой, топни ножкой. Аидушка не хочет. Нет, я святая, не мешайте мне. И вот она играет эту роль. Ну, по-моему, судя по голосованиям зрителей, она это делает вполне успешно. Дякую. Дякую, Сергій. Серега, що скажеш ти? Мне очень понравилось выступление, очень понравилось то, как ты растворилась в этой песне, которую очень хорошо, кстати, исполняет, собственно говоря, и Ани Лорак. Одна из моих любимых композиций, кстати. Вот. Я тебе поверил. Мне не совсем понятно, почему Игорь Кондратюк в этой постановке позволил метать в тебя ножи. Почему он так к тебе отнесся, к изящной, хрупкой, красивой женщине? Такое впечатление, что тебя продюсирует не он, а соседов. Вот. Ну, в общем, я считаю, что это очень хорошее выступление. Ну, ножи, Серега, прилетели все мимо. Ты заслужила аплодисменты. Дякую. Іро, сподіваюся, у тебе також не виникло бажання метнути в Аїду гострим слівцем. Ну, я бы так не сказала, но вот, вы знаете, мне очень понравился комментарий Сергея Соседова. Подписываюсь под каждым словом. Спасибо. Дякую. Ігорю, ну а ти сам задоволений? Аида, узнаешь, ну не этой ночью, а в понеділок, Саша, я тобі скажу, на цю тему більш детально, по рядочкам. Радість моя, якщо ти боїшся, що тебе обзивають святою, то ты не переживай, грешников у нас за столом выстачает. Игорь, подожди, ну ты же сам сказал, и, друзья, я открою вам маленькую тайну, потому что в гримерке, когда мы тоже говорили об этом, Игорь сказал на мое замечание, да, в нашем борделе Аида играет роль святой. Сереж, только не рассказывай, что я говорила в вашей гримерке сегодня. Я думаю, що це був жарт. Инсинуации. Я сподіваюся. Вот так, Не, Игорь, слушай, ну это ж соседа. Спалил всю контору спалил. Аїда, я такого в принципі не міг сказати. Сказал. Значить, дивіться, якщо хтось вважає, що це погано, киньте в мене ножом. Я ж покраснела. Ніхто не підготувався сьогодні, вибач. Отже, головне, все ж таки, Аїда, ми до неї повертаємось і закликаю до цього наших глядачів. Тиждень за тижнем Аїда щедро ділиться з нами усім, що в неї на серці. І ніколи не буде зайвим віддячити їй за це. Якщо у вас виникло таке бажання, не стримуйте себе. Телефонуйте 0900 102 002 або надсилайте смс-повідомлення із цифрою 02 на номер 7766. Лінії для голосування відкриються одразу, як завжди, після виступу останнього сьогоднішнього учасника. Аїдо, в моє серце ти влучила. Будемо сподіватися, глядачі також не залишаться байдужими. Як на мене, ти варта найкращого. Удачі тобі сьогодні. Це була Аїда Ніколайчук.